Ёлка не является представителем певиц, которые пришли на эстраду с широким размахом. Ее творчество музыкальные критики называют концептуальным и необычным. Певица смогла найти собственный узнаваемый стиль, которому не изменяет на протяжении всей карьеры. Исполнительница не боится экспериментов, причем не только с музыкой, но и с внешностью. Сейчас артистка продолжает давать концерты и участвовать в телепроектах. Певица называет себя дамой, которой уже 40 лет. И действительно, этим летом звезда отметила свой 40-й день рождения. К нему она подошла здоровой телом и духом, но так было не всегда. О непростом пути артистки и личных драмах мы решили вам рассказать. Настоящее имя исполнительницы – Елизавета Иванцив. Родилась она 2 июля 1982 года в украинском городе Ужгороде. Уже с детства девочка проявляла явный интерес к музыке, тем более, что все ее близкие имели к музыкальному миру непосредственное отношение. Отец артистки был настоящим меломаном и коллекционировал джазовые пластинки. Что касается мамы Лизы, то женщина умела играть на нескольких инструментах. Бабушка и дедушка Ёлки в свое время участвовали в народном хоре. Как и многих ребят, Лизу в свое время записали сначала в хор, а потом отдали в вокальный кружок. Когда Лизе было 10 лет, ее мама полюбила другого мужчину и ушла из семьи. Дочь приняла решение остаться с отцом. В новой семье у матери родился еще один ребенок. Старшую дочь она навещала редко, и тоска по самому родному человеку наложилась на трудный подростковый период. Лиза красила волосы во все цвета радуги, даже брилась наголо. Была готом, носила только черную одежду, делала пирсинг и совсем не хотела учиться. Плюс в семье катастрофически не хватало денег. Отец даже не смог купить Лизе платье на выпускной, поэтому на последний школьный праздник она не пошла. Я из достаточно скромной семьи, из очень бедной на самом деле семьи. И честно, бедность – это так стыдно. Когда ты бедный, это очень стыдно. Я как-то время была самой бедной в классе, и это такой липкий стыд. Он делает тебя очень уязвимой, подозрительной и острой, призналась Ёлка в интервью. Чтобы больше не испытывать этот стыд, Лиза в 15 лет устроилась в ночной клуб, где подрабатывала певицей. Цель была простая – заработать себе и отцу на продукты. Будучи подростком, девушка серьезно увлеклась такими музыкальными стилями, как соул и рэп. С каждым годом интерес девушки к музыке возрастал, как росли ее познания в этой сфере. Вскоре она начинает выходить на сцену. Первые выступления Лизы проходили в составе школьной команды КВН. Уже тогда будущей артистке нравилось выступать перед широкой аудиторией. Ужгородская команда «Палата-6», начав с районных выступлений, за несколько лет выросла в большой локомотив, который засветился на фестивале КВН в Сочи. Была там и Ёлка, главная зажигалка команды и его голосистая певица. Параллельно девушка окончила школу и поступила на факультет Ужгородского музыкального училища, но проучилась всего полгода, разругалась с преподавателем. Да и какая учеба? Когда главной религией был КВН, с его тусовками, ночными репетициями и гастролями, они занимали все время. Правда, заработать на этом не получалось. И чтобы снова как-то прокормиться, Лиза устроилась в местную кофейню. Не бросала Ёлка и музыку. Именно она привела ее в 2001 в Москву на фестиваль хип-хопа. Тут она и познакомилась с Владом Валовым, маститым продюсером, известным как «Шеф». Вскоре они записали песню «Слова сказаны тобой». Спустя еще год певица перепела «Сука, любовь», а потом случился «Город обмана». С этой песней в жизнь Ёлки пришла настоящая слава. Почему Ёлка стала именно Ёлкой? Прозвище девочка получила от друзей еще в 11-летнем возрасте. С тех пор оно настолько срослось с артисткой, что родным именем она почти не пользуется. Даже мама свыклась с творческим псевдонимом и ласково зовет дочь Ёлочкой. Но по мере того, как росла популярность певицы, продюсер все больше настаивал на том, чтобы Ёлка сменила свой странный псевдоним на реальную фамилию. Но Иванцив заявила: «Коней на переправе не меняют». Хиты певицы множились, гонорары росли в геометрической прогрессии. Песни Ёлки пели на выпускных и в караоке. Она собирала полные залы. Приблизительно в этот же период звезда принимает решение отказаться от алкоголя. В какой-то момент она поняла, что очень устала видеть себя с рюмкой. А потом еще осознала, что в принципе никогда не любила алкоголь, его вкус. Все это время алкоголь присутствовал в жизни певицы, потому что ей очень надо было находиться именно в той компании и с теми людьми. Все эти загулы так или иначе приводят в это странное состояние, то есть какое-то время ты овощ, у тебя нет сил, призналась она как-то журналистам. С тех пор певица трезвенница, говорит, что только в осознанном трезвом состоянии она нашла себя. А что же личная жизнь? Эта сфера была окутана тайной с самого начала карьеры звезды. О том, что происходило на личном фронте, разве что проговариваются друзья Ёлки.
Еще в 14 лет у юной певицы начались отношения с капитаном ужгородской команды КВН Василием Крайняем. Но со временем отношения разрушило решение певицы переехать в Москву. Возлюбленный Елизаветы долго переживал этот разрыв. Нелегко далось это решение певице. Она так давно знала Василия, он был для нее больше, чем парнем. Отрывать эту любовь пришлось по-живому. Но время шло. В жизнь набиравшей славу звезды приходили новые знакомства и новые мужчины. В 2010 году Ёлка вышла замуж за строителя из Хотьково, Сергея Астахова. Они пересекались в юности у друзей в Одессе, и когда встретились вновь в Москве, решили – значит судьба. Сергей нигде не работал и имел на обеспечении больных родителей, которых нужно было кормить и оплачивать дорогостоящих докторов. Эти заботы взяла на себя хорошо зарабатывающая певица. Ёлка сделала мужа своим директором и доверила ему все финансовые дела. Даже купила участок в Подмосковье и начала строить коттедж 500 квадратных метров. Их союз казался крепким, но в 2016 году начали ходить слухи о скором разводе певицы. Супруги не могут достроить дом за городом, и финансовые вопросы рушат их брак. Многие знакомые певицы утверждали, что муж певицы – обычный альфонс, и все финансовые затраты ложатся на ее плечи. В итоге артистка сняла супруга с должности своего личного администратора. В окружении певицы поговаривали, что причиной разрыва пары стала измена супруга, но эта информация официально нигде не подтверждена. Только гораздо позже артистка туманно, без имен, рассказала, что была в отношениях с мужчиной, проявлявшим к ней агрессию. «Я хорошо помню, как в этот день, года 4 назад, я выслушивала агрессивную тираду о том, что я неправильно люблю. Не так, как надо, недостаточно, и в целом, возможно, и не люблю вообще», – высказалась артистка. Она призналась, что считала себя жертвой в этих отношениях и растрачивала себя, ожидая действий в ответ. Тогда слова мужа ее сильно ранили, но со временем Елизавета поняла, что он был прав. По словам певицы, сейчас она учится выбирать себя. Не все пока получается, но у нее большое доброе сердце и искреннее желание быть счастливой и дарить счастье. Ёлке много лет удавалось скрывать информацию о собственных детях. Однажды в социальных сетях актриса выложила фото, на котором она изображена с 2 взрослыми дочерьми – Александрой и Валерией. Старшая дочь Александра учится в Москве на факультете журналистики. Младшая, Валерия, активно занимается благотворительностью в Минске, несколько лет работает фотомоделью, ведет активную жизнь в социальных сетях. Сама Ёлка призналась, что больше всего в жизни ее волновала карьера, поэтому дочерям с детства уделяла мало времени. Елизавета всегда была человеком ранимым и сложно переживала трудности судьбы. Однако с возрастом она научилась видеть хорошее в проблемах и реализовываться за счет позитивного отношения к жизни. Все ее переживания законсервированы очень глубоко. И для того, чтобы ей проработать какую-то травму, приходится проводить серьезную работу. Друзья, давайте пожелаем Ёлке огромных музыкальных успехов и искренней любви. Пускай в твоем сердце всегда будет море вдохновения и океан оригинальных идей. Пускай твоя душа поет от счастья.